Привет, ребята! Меня зовут Зинаида. Я преподаю русский язык иностранцам, и в этом подкасте мы разбираем с вами полезные слова и фразы. Их можно найти в моем телеграм-канале, а также вы можете перейти и послушать этот подкаст на Spotify и в Telegram. Все ссылки будут в описании. Сегодня я хочу обсудить с вами small talk, откуда он взялся и как работает в России. Поехали! Итак, small talk зародился в Англии в XVIII веке, где люди собирались в светских салонах и обсуждали нейтральные темы – погоду, искусство, новости. Помните также салон Анны Павловны из книги «Войны и мира» Толстого? Это вот был классический small talk. В XX веке он уже, смоллток появился в США и стал частью бизнес-культуры. Например, продавцы используют его, чтобы расположить клиента, чтобы клиент хотел купить этот продукт. Есть ли смоллток в России? Где есть, а где нет? Конечно. Мы можем сказать, что смоллток в России есть, но с особенностями. Где он прижился? Конечно, в малых городах, например, если это маленький город, вы знаете большое количество людей, вы соседи, знакомые общаются, обмениваются фразами, да? Спрашивают, как дела, какие новости, как ваш огород, как ваша дача. В сфере услуг, конечно, в кафе, в ресторане, в салоне красоты или в парикмахерской, там уже учат быть поприветливее, дружелюбнее, да, это стало частью маркетинга тоже. Где еще есть смоллток? Я думаю, что, конечно же, в офисе мы общаемся с нашими коллегами, когда мы пьем чашку утреннего кофе, обсуждаем, например, выходные или футбол или другие личные новости. Где его почти нет, на мой взгляд, в транспорте, потому что в некоторых странах я видела, как водитель общается с пассажиром. В России нет. Водитель ведет транспорт, а пассажиры общаются, если только между собой. Или, например, в местах, где есть большая очередь в аптеке, на почте, я не знаю, в магазине, в пятерочке, когда вы покупаете йогурт. Конечно, там люди не общаются, не болтают и не ведут small talk. Будьте осторожны в лифте. Достаточно просто сказать «Здравствуйте, какой вам этаж?». Small talk там, ну, неуместен, да, не ведут его там. Если только, я не знаю, с вами не заговорят первым. Почему русские не любят пустые разговоры? Ну, знаете, у нас есть пословица. Слово «серебро», молчание «золото». Поэтому мы не доверяем разговорам или с незнакомцами, да. То есть есть такая осторожность, да, что ты хочешь от меня, почему ты со мной разговариваешь. Поэтому второй момент, э, считают, что искренний интерес может быть только у знакомого человека, у близкого человека. Ему мы можем рассказать и о здоровье, и о проблемах на работе, и о своих переживаниях, да, и о детях поговорить и так далее. Поэтому незнакомцы могут насторожиться, если вы начинаете говорить о личном. Ну, конечно, есть нейтральные способы общения и смоллтока, например, вежливая улыбка, нейтральные фразы «Здравствуйте», «Хорошего дня», «Как дела?». Обязательно small talk есть в бизнесе, в современной России. Конечно, вы можете
начать фразу, не знаю, ой, сегодня, кажется, а, будет дождь, воздух такой свежий, или, например, вчера был на выставке, ам, обязательно рекомендую. Конечно. Что еще? Избегайте, избегайте личных тем. Ам, Говорите на темы о погоде, о еде, о городе, если вы только приехали в город. Всегда смотрите на человека. Если он отвечает «да», «нет», «не знаю», не настаивайте, не продолжайте разговор. Улыбайтесь, но без фанатизма. Русские могут подумать, что это не искренняя улыбка. А, Поэтому попробуйте применить эти правила и увидите, как многие люди будут общительнее с вами, дружелюбнее. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Вы можете найти слова из этого подкаста там с примерами. Слушайте подкаст на платформах, которые есть в описании. И до следующей встречи, ребята. Пока-пока.